Приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа. Сегодня 25 декабря 2021 года. Вот и родился светлый, новый, солнечный коляда. Солнце-младенец, приветствуем тебя на земле. С тобой в наш дом, на планету Земля, пришел праздник Возрождения – праздник победы света над темными силами. С сегодняшнего дня день начинает пребывать хоть на воробьиный скок, но чуть-чуть он длиннее становится. И мы все, труженики Земли, в радости и счастье призываем урожайный 2022 год, год здоровья, год достатка. Зимнее солнышко повернуло в сторону весны, в сторону нового земледельческого цикла. Мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, а также наши подписчики, зрители, участники групп в социальных сетях с надеждой смотрим в 2022 год. И не только смотрим, но творим, созидаем в мыслях, в словах, в действиях новый, урожайный, красивый земледельческий год. И сегодняшний агрогороскоп еще одно тому доказательство. Итак, начинаем обзор дел на период с 28 по 31 декабря 2021 года. 28 декабря 2021 года во вторник Луна будет находиться в знаке Весы. Это убывающая Луна, и это уже завершающая фаза Луны перед новолунием. Что можно в это время в Весах делать? Очень, кстати, хороший день, продуктивное время в этом знаке. Можно сеять там, где север, где уже установились зимние погоды, морозы и снега. Естественно, можно провести подзимний посев корнеплодных овощей, а также проводить яровизацию картофеля. Это актуально для тех, кто будет выращивать картофель уже и высаживать в январе месяце. У нас есть такие, мы желаем вам удачи. Рассаду высаживаем в это время. Конечно же, можно, и только в это время помните, это знак стихии воздуха. Пожалуйста, будьте внимательны, не поливайте в это время рассаду. В саду нарезайте черенки для весенних прививок. И не забывайте о кормушках для птиц. И кормите птиц, пожалуйста. Зеленые операции проводим. Это как раз очень хорошее время, убывающая Луна и знак стихии воздуха. Ну а для цветов, которые мы посеяли, маленьких растений, в это время актуальна защита от вредителей и от болезней, а также для комнатных цветов та же самая ситуация. Поливы в дни стихии воздуха не проводим ни в коем случае, и подкормки, соответственно, тоже. Пикировку в это время не проводим, хотя высаживать рассаду можно. Пикировку, пожалуйста, пропускайте. Это можно будет сделать уже на следующий день. Кстати, по поводу нарезки веток для украшения елками или сосной, вот этими веточками своего дома к Новому году. Это можно сделать в Весах. Очень хорошее время. И это не навредит нашим сосновым, еловым растениям. Также очень хорошо в это время заготовки делать. Я вижу, что очень многие занимаются сейчас заготовкой рыбы. И уже связанные, так как у нас есть знакомые, которые занимаются ловлей рыбной, и вот мы с ними общаемся, и вот такая интересная информация. На убывающей Луне лучше всего ловится рыба. И сейчас очень много вот такой рыбы попадает на удочку наших коллег, друзей, рыбалок. И, естественно, рыбы много, и нужно ее перерабатывать. И не только рыбу, мясные изделия перерабатывайте. В этот день, 28-го, очень хорошо будет храниться продукция. Но квашение в этот день не проводим, настойки, естественно, не готовим.
А сейчас 2 дня у нас, среда, четверг, 29 и 30 декабря, и это Луна будет, время, когда Луна будет находиться в знаке Скорпион, и вот какие можно будет работы именно в эти 2 дня сделать. Я сразу их объединила, работы одинаковые, для того, чтобы сэкономить ваше время. Можно высаживать лук и чеснок на зелень, а также проращивать микрозелень. Высаживайте рассаду, вот здесь и пикировка дальше, пересадка, перевалка. Вот это здесь все очень хорошо. Единственное, что 30 до 17 часов постарайтесь это завершить дело. В саду кормушки птицам, не режем ничего ни в коем случае, только кормим птиц. Зеленые операции не проводим. Очень опасное время в дни стихии воды. Зато цветы и комнатные цветы, мы говорили о том, на растущей луне и сразу же после сожженного пути полнолуния мы высевали. Многие у нас сеяли семена цветочных растений в ноябре, и сейчас вот есть такая задача провести пикировку, кто-то пересадку, перевалку рассады цветочных растений будет. Пожалуйста, и для цветов, которые потом будут расти в открытом грунте, и для комнатных цветов одинаковые задачи. Единственное, что 30-го завершите эти работы до 17 часов. Поливы прекрасно, стихия воды, очень хорошо, вода будет идти по всем сосудикам растений и в каждую клеточку. И подкормочки тоже очень хорошо. Но здесь время уже перед новолунием, и не увлекайтесь большим количеством удобрений. Уменьшайте, пожалуйста, количество удобрений на 50%. Вот на каждой бутылке или есть инструкция, если это не бутылка, порошки, пожалуйста, читайте и уменьшайте до 50%. Пикировка, конечно же, в Скорпионе проводите пикировку любых рассадных своих растений. А вот елки к Новому году все. Постарайтесь, пожалуйста, вот эту работу выполнить вот здесь 28-го или же уже после последний день, то есть 31-го вы сможете это сделать, а вот эти 2 дня, пожалуйста, растения не трогайте. Заготовки тоже в это время не делаем, хотя будет ловиться рыба, но каким-то образом заморозьте и потом переработаете позже. Рыбалка очень хорошо, но это мы пока вам даем, вот общаемся с нашими друзьями, вот такая информация, сейчас очень хорошо ловится рыба. Квашение не проводим, настойки тоже не делаем в это время в Скорпионе, и перед новолунием качество этих настоек будет не очень хорошее. Ну а теперь переходим к завершающему дню 2021 года. Здесь уже будет стрелец 2 часов ночи 9 минут, но вечером уже в 21:35 начинается время Гекаты. Луна готовится к новолунию, к новому рождению, и завершается лунный цикл, умирает старая луна, поэтому, пожалуйста, это время уже завершения всех дел, и, пожалуйста, ничего не планируйте, никаких посевов уже после 21 часа, а лучше уже после 18 часов. Энергии уже, вот они просто буквально завершаются. Очень медленно поток идет на Землю со Вселенной, с космоса. Поэтому здесь что можно, если есть необходимость, можете просто замочить микрозелень, вот эти различные семена для получения витаминной микрозелени. Вот это можно сделать. Рассаду не высаживаем, любую. Но до 18 часов вы можете нарезать черенки. Это знак стихии огня. И до 18 часов для весенних прививок можно нарезать череночки и закладывать на хранение. У каждого свое место хранения. Кто-то в холодильнике, кто-то в снег закопает. Выбирайте свое лучшее место. Ну и не забывайте, пожалуйста, о кормлении птиц. Каждый день им так сейчас нужна наша помощь. Зеленые операции не проводим. Нету сейчас сил у растений, и не беспокоим, сейчас уже время идет Гекаты. Для цветов снова же актуальна защита от вредителей болезней, никаких агроопераций не проводим. Поливы в знаке стихии огня не проводим, они бесполезны. Подкормки также бесполезны, пикировку не проводим.
А вот к елку, к Новому году, вот эти, я имею в виду веточки, пожалуйста, срезайте. Еще можно это сделать, знак стихии огня, и плюс новолуние. До вечера вы можете до 18 часов эту работу сделать. Заготовки, вот если вы наловили рыбы или мясные у вас есть продукты, которые нужно сделать заготовки, готовьте. 31 очень хорошо получится. Рыбалка должна получиться хорошо, но лучше в это время все-таки не рыбачить, а уже готовиться к встрече Нового года. Квашение и настойки в это время мы не делаем. Луна для дома, для здоровья с 28 по 31 декабря 2021 года. Посмотрите, пожалуй, вот это впервые у нас такой день получился, когда везде весь ряд «да-да-да» звучит. Это у нас убывающая луна в знаке весы, в знаке стихии воздуха. Очень хороший день, когда можно очень много сделать подготовительных работ к Новому году. В знаке стихии воздуха печка горит без дыма, тесто хорошо подходит, рукоделие в весах приветствуется, это творческий знак. Пожалуйста, вот сейчас стригите волосы, стригите ногти, красьте волосы и мойте волосы. И очистка кожи очень хорошо в это время пройдет. Это время как раз для этих дел. Ну и если какие-то ремонтные дела нужно завершить, делайте, проветривайте вещи, выносите на солнышко, если, конечно, хорошая погода. Проветривайте одеяло, матрасы, подушки и стирайте, убирайте. Но это такой будет промежуточный период для стирки и уборки, потому что знак стихии воздуха. Можно это делать, но генеральную уборку я бы перенесла на 29 и 30. И вот почему. Потому что в среду и четверг, 29 и 30, это знак Скорпион. Знак стихии воды, а значит можно вот заняться будет вот этими делами важными, стиркой и генеральной уборкой. Отличное время, качественная будет уборка, качественно все получится. Ну, давайте мы начали с завершающих разделов, вернемся к началу. Печка в знаке стихии воды дает дым, будьте внимательны. Далее тесто в стихии воды ведет, еще тем более убывающая луна перед новолунием. Благодарю, Ирина, за подсказку. Вот это слово у нас плывет. Очень хорошая подсказка. Ведет тесто. Далее, вот эти моменты, которые связаны с рукоделием, отставим сейчас в сторону. Еще пока не время этим заниматься. Зато уже, и, кстати, и работа со своей головой, своими волосами тоже нужно будет отложить. Почему? Потому что это знак стихии воды. И нельзя стричь волосы, стричь ногти нельзя в это время. Красить волосы это бесполезно, мыть волосы тоже бесполезно. Но очистка кожи, вот смотрите, вот это у нас идет цикл до новолуния, там за сутки до новолуния мы об этом сообщим. Вот это можно делать, а вот остальные манипуляции с нашим телом, с волосами, с ногтями нужно вот эти 2 дня сделать выходной. И выходной для ремонтных работ, а также для проветривания вещей. Ну, еще раз напоминаю, можно планировать на это время генеральную уборку и стирку, если хорошая погода. Ну, хотя сейчас уже у нас и созданы такие условия, что можно стирать и не только на улице сушить. Далее идем 31-го, 12-го в Стрельце. В Стрельце, конечно же, прекрасно должна гореть печка, я имею в виду дрова в печке и камин. А вот с тестом в это время вот оно медленно всходит, хотя это стрелец, это знак стихии огня. Тесто вот такое, даже больше чуть-чуть нужно жидкости. Ну, все зависит от того, что вы туда ложите, или водичка теплая, или молоко. Но вот оно медленнее всходит перед новолунием. Есть вот такая интересная тенденция. Далее, рукоделие мы не проводим, да и некогда, нужно готовиться к Новому году. И вот начинается вот этот период, когда можно уже Новый год встретить и с прической, и со стрижкой. То есть можно и стричь волосы, и стричь ногти, и красить волосы,
Единственное, что краска, у меня просьба, в любое время постарайтесь не пользоваться химическими этими формулами, химическими красками. Чуть дороже, вот сейчас есть органические, используйте. Ну да, меньше держит, но зато ваши волосы будут здоровее. Далее мытье волос очень хорошо, очистка кожи продолжается. Ну и в знаки стихии огня в Стрельце можно проводить ремонтные работы. Бывает такое, что срочно что-то где-то домазать, побелить еще. Это вот как раз хорошо. Я имею в виду, это у нас на кухне всегда перед праздником было раньше. Мама это вот печку обязательно до Нового года чуть-чуть там вот щели заделывала, песковала, а потом белила. И вот это у нас всегда Новый год нужно было, чтобы печечка была беленькая, чистенькая. Проветривать вещи при хорошей погоде можно, но вот в Стрельце стирку и уборку я бы не рекомендовала. Качество, конечно, не очень хорошее. В плане того, что если какие-то пятна, вы не выстираете хорошо. Ну и убирать в знаки стихии огня, тем более перед новолунием и Новым годом, лучше этого не делать. Используйте вот эти 2 дня, 29 и 30, для того, чтобы подготовиться хорошо к Новому году, подготовить себя и подготовить свой дом. Луна для здоровья. Обратите внимание, 28 декабря убывающая луна будет в знаке Весы, а в Весах уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервные системы, система желез. Ну и желательно вегетарианская пища. Не используйте в это время различные острые блюда, приправы, алкоголь в это время тоже не подходит для нашего тела. Что можно готовить? Конечно же, каши из риса, гречки, ржи, овса, ячменя, а также проростки используйте, а также уже в это время хорошо, это вот завершающий как раз период Луны в знаке Весы, еще очень хорошо использовать хурму, бананы, изюм, курагу, виноград, яблоки, кочаную цветную капусты, всякую зелень, которая у вас есть. Достаем из погреба томаты, огурцы, но, естественно, не острые. Разные блюда с морковью готовим, с дайкона, редьки и различные салаты. И заправляйте в это время салаты лимонным соком, сметаной и сливками. 29 и 30 декабря убывающая луна будет в знаке Скорпион. А в это время уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная системы. Обратите особое внимание на ноги и область таза. Одевайтесь тепло, погода нынче такая холодная, зимняя, поэтому не переохлаждайтесь. А в питании, пожалуйста, выбирайте продукты с витаминами группы В, С и Е, а также побольше железа в это время. А железо есть, конечно же, в яблоках, в цитрусовых, в черносливе. Из овощей это картофель, перец сладкий, баклажаны, томаты, редис, дайкон, свекла, морковь, капуста, чеснок, лук, порей, различные зеленые овощные растения, что у вас есть, витаминчики, морская и океаническая рыба, различные морепродукты. И, пожалуйста, используйте в это время травяные чаи. Очень хорошо, когда холодно за окошком, а мы завариваем вот эти прекрасные травы, шиповник, которые заготавливали летом и осенью. Ну вот очень важно, еще раз напоминаю, нужна в это время низкокалорийная и богатая белками, сбалансированная по основным питательным веществам, витаминам и микроэлементам пищи. Вот продукты, которые я вам назвала, используйте для приготовления различных блюд в эти дни нахождения Луны в Скорпионе. 31 декабря, в завершающий день 2021 года и завершающий день этого прекрасного зимнего месяца, когда Луна будет в Стрельце, нужно очень внимательно отнестись к следующим органам. Это печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервные системы.
Ну, как-то не сильно оно хорошо получается. Выпал в этом году период встречи праздника как раз в Стрельце, а в это время нельзя употреблять алкоголь, копчености, жирные продукты, различные лекарства. Постарайтесь обратить внимание вот на эти подсказки. Приготовьте нежирные сорта мяса, рыбу. Используйте при приготовлении растительные масла, не животный жир. Молочные хорошо продукты, кисломолочные, орехи, морковь, свекла, топинамбур, капуста и разную зеленушку. Конечно же, я вам рекомендую овощные супы. Ну, кто-то будет готовить в это время что-то мясное, но старайтесь, чтобы не было жира. Лучше приготовить блюда из гороха, фасоли и различные каши. Не переедайте, не увлекайтесь, потому что, смотрите, 31-го начинается Новый год в Стрельце, и далее у нас будет Стрелец, уже начало Нового года. В эти дни очень сложно будет вашему организму переваривать, вашим органам, особенно, смотрите, печень сейчас в Стрельце будет подвергаться различным воздействиям, и она уязвима очень в это время. Постарайтесь беречь свои органы, свое тело вот от этих перееданий и, естественно, от алкоголя. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Наступает время счастья и радости. Слава коляде! Быть добру! До новых созидательных, добрых встреч на нашем канале!